Ребяшки, hello, как говорится. Сегодня у нас небольшой, но интересный обзор, какие вообще штуки в мире бывают. Как вы знаете, есть разные кинотеатры. Можно вот дома построить что-то вот такое, простое и недорогое. Секунду. Прикольная собака, кстати. Можно построить что-то подороже. Можно пойти вот в обычный классический кинотеатр в каком-то торговом центре. Но сегодня, ребяшки, мы с вами... Здрасте. Давайте. Давайте. У меня молодой человек. Офигеть, спасибо. Хорошего дня. Все в порядке, все в порядке. Так вот, ребяшки, сегодня мы с вами приобщимся к миру люкса, роскоши и развлечений. Домашние кинотеатры в частном формате за несколько миллионов рублей. Что к чему? Обзор? Поехали. Так, ребяшки, это, как написано, кинотеатр. Честно, я первый раз вижу, что здесь находится какой-то кинотеатр. То есть мы знаем, что есть... Здрасте. Давайте. Салям алейкум. Так, Возле давайте. сфоткался. Есть. Нифига себе, у вас айфончик. Спасибо огромное. Сколько курьер сейчас зарабатывает, если не секрет? Там нормально. Я вижу, что нормально. У вас 14-й? Купил уже. Ну ладно. Ну, хорошего дня. Ладно. Удачи, счастливо. Ребятушки, мы находимся на первом этаже рядом с... Как смонтируем? Так сразу. Так, о чем мы? Вот, мы находимся... Отойди подальше, покажи, ребятушкам, так сказать. Находимся рядом с каким-то дорогим домом в центре Москвы. Здесь находится на первом этаже кинотеатр. Антон, здравствуйте. Ким, приветствую. Так, что это за место вообще такое? Это для всех или для кого-то? Для всех, конечно. Это просто ресторан? Это настоящий ресторан итальянский в центре Москвы на Бульварном кольце. А кинотеатр что здесь делает? Каким А боком? там было помещение пустое прямо рядышком. И Так. предприимчивые хозяева решили, чтобы оно не пустовало. Это ресторан-кинотеатр. После вас. Это прям тут афиши, все как бы все. Всё. Мы сюда можем прийти Это посмотреть обычный кино? кинотеатр, Да. в который можно купить билет На сайте. на сайте. Или позвонить по телефону, забронировать, снять целый зал и тут, например, со своей компанией отметить там день рождения или любимую пригласить. Так, давайте после вас. Прошу вас. Заметьте, какая дверь на входе. А какая-то она выпуклая как будто. Она Нет? весит больше 100 килограмм. А зачем такая? 12 Звук? сантиметров толщиной. Да, она Это тоже вы делали? звукоизоляционная. Да. Мы здесь сделали все под ключ. Там специальная звукоизолированная кассета из разного слоя материалов, и металл применяется. Ну и она в итоге весит больше 100 килограмм, очень хорошо держит все частоты, включая бас. Ребятушки, вот Мурат, вы управляющий, да? Да. Очень приятно. По билетикам скажите, пожалуйста. У нас билеты стоят в будние дни до 4 часов дня Так. 2000 рублей на человека. Ага. В вечернее время уже стоит 3000 рублей. Это будние дни. Будними днями считается понедельник, среда. Четверг — это премьерный день, когда выходят премьеры, и Да. билеты, соответственно, уже как выходные дни считаются. Ага. Так, с таким же промежутком днем стоит 3000, вечером 4000. Эксклюзив, Эксклюзив? стоит 5000 билетов. Типа вот такого Да, эксклюзива? да. У нас есть фильмы, которых нету в России, и можно по предварительной броне прийти и посмотреть. Спрос большой вот на вот такие вещи? Очень большой. Спасибо большое. Да, не за что. Спасибо. Вот это у нас дверь еще какая-то необычная. Да, здесь дверь такая в стиле тоже интерьера, но Так. там на самом деле оборудование все спрятано. Целая стойка с Ого. железом. И вот это усилители синенькие. Так. А вот это вот самый крутой процессор для кино от французской компании Тринов. Здесь, Да. небольшое хранилище для фильмов, там кто-то хочет прийти что-то свое посмотреть, когда снимает зал, например, да. Так. И внизу вот эти вот две вот коробки, на самом деле сзади еще две такие же. Это усилители для сабвуферов, потому что сабвуферов Офигеть. здесь не один-два, как в обычном кинотеатре, а целых 8. В общем, такой минимальный джентльменский набор Ага. для кинотеатра. А Здесь PlayStation вот еще вот я вижу. коробочку. PlayStation, да. Можно Мы тоже поиграть. совместили, да. Здесь все бытовые вещи можно подключить сюда. Можно прийти со своим устройством, если надо, воткнуть ноутбук Ага. и тоже там устроить презентацию, например. Этот зал иногда снимают для таких событий. Примерно сколько это стоит? Вот очень примерно. Наверное, миллионов 12 рублей. Вот именно оборудование. Вот это вот. Вот это и проектор. И да. проектор. Может даже чуть больше, потому что я уже сейчас устал пересчитывать цены, если честно, Ага. со всеми Ага. событиями. И это привозят сейчас. Это можно привезти, купить. Так или иначе, да. Так, давайте зайдем наконец-то, уже посмотрим. Да. Прошу. Ну, клево. Какая здесь задача стояла? Задача сделать прежде всего вот вау, да, когда заходишь, чтобы это выглядело круто, чтобы это коррелировало с интерьером ресторана. А мы обычно строим именно домашние кинотеатры Для дома. Для дома, у людей в подвале, там, где можно, скажем так, развернуться и сделать максимально все правильно и красиво в то же время. Здесь была задача как раз сделать то, как мы умеем дома, Да. но совместить, скрестить это с премьерным кино. А это как раз специализированный проектор, такой же, как стоит в любом большом кинотеатре. Только он имеет право и возможность крутить вот эти премьерные фильмы, потому что там DCP, защита, там и все Вот по такое. порядку, давайте, пожалуйста. Что за проектор вообще? Откуда он берется? Такие вещи покупаются только через специализированные
специализированных дилеров. Это делалось еще до всем известных событий, и, Так. соответственно, это спокойно все дело официально сюда поставлялось и приехало. Это будка? лазерный проектор. Будки киномеханика там нет, я так понимаю. Нет, Вот здесь это некуда было уместить. Вот упихнуть все, что мы сюда упихнули, и так было на самом деле задачей и проблем. Звукоизолированный специальный бокс, который вентилируется, охлаждается, на него отдельный кондиционер канальный стоит, и На он проектор. он его держит, да, в заданной температуре. Сколько стоит такая? Тогда стоил, по-моему, в районе 5-6 миллионов рублей. 6 миллионов только проектор. Да. Да, потому что он вот этот вот настоящий профессиональный киношник. Они дешевле стоят, ну, только ламповые. Там, ну, не знаю, за 4 можно было взять такой же ламповый, например. А здесь лазерный, у него срок службы 4 миллиона. минимум. А что-то среднее есть там, ну, там, за 500 тысяч? Есть. Хорошие проекторы, специализированные для домашнего кино, начинаются где-то от 500 тысяч как раз. 500, 600, вот, но особенно это уже интересно. до кризиса. Вот вопрос. Это вот сейчас в каком виде работает? И, то есть там файл на проекторе, он на флешке или на диске? или Он на чем? прямо на сервере, который вставлен в проектор, хранится. В проекторе встроенный сервер, там массив рейдовский, Так. и на нем прям записаны фильмы. А как вы его получили? Они сюда приезжают на жестких дисках на внешних, и мы через свой тут локальный FTP-сервер вставляем его, и просто закачивается все на проектор. Кто их привозит, кто-то, как это вообще? Привозит поставщик, официальный поставщик фильмов, ну или Так. сейчас полуофициальный поставщик, смотря Так. какой фильм. А с вашего сервака можно скачать куда-нибудь потом? Скачать Дальше? можно, но просто показывать не будет, потому что Почему? это защищенная история, это публичный кинопоказ, там Так. специальные ключи потом еще выписываются к этому файлу на конкретно этот проектор, на этот На сервер. конкретно проектор, наверное. Так точно. Файл можно скачать, но ты ничего с ним не сделаешь. Не распакуешь, не Блин. декодируешь, не увидишь. Вот. А для этого сервера еще ключик, и тогда вместе это все работает. Мебель, она откуда, чья? Да, мы тоже этим занимаемся. Одна из моделей нашего производства. Мы как Можно, раз в да? честь кинотеатра ее назвали «Коперта». О, Здесь- ну тут получше, чем... Это так называемые кресла-реклайнеры. А там что, электро еще? Электро и 3 мотора здесь. Все А это я вы- видел, кровати ставят в домашние кинотеатры. Вам такое? Очень редко. Чаще просят, а могу я массажное кресло поставить? Ну и тоже потом отказываются от этой идеи, потому что ну, там оно и звук закрывает, и как бы поиграются один раз, и все. То есть люди за 2000 рублей, в принципе, это ну адекватный ценник за вот такое удовольствие Да. кино посмотреть, вот Да. это новое. Приходят и вот так лежат и смотрят. Как В угодно. будний день. Тут подушечку еще можно какую-то вот здесь вот. Да, удобно да, здесь сделать. все есть, и одеяльцы, и подушечки, все приносят для гостей. Да. И вот сюда, конечно же, тарелочки, шампанское, чтобы можно было кайфануть по полной программе. Экран. Проекционный, но звукопрозрачный, как в настоящем кинотеатре. Что значит звукопрозрачный? Звукопрозрачный — это значит, что он для звука проницаем, и колонки находятся за ним. А, Здесь там в еще данном колонки случае 3 колонки Так. и 4 сабвуфера. Самая главная колонка у нас центральный канал, из нее весь диалог идет, там 80% фильма мы из нее слышим фактически. Вся остальная окружающая система звучания — это Да. еще 6 колонок, они располагаются тоже вот здесь в панелях за акустически прозрачной тканью. Так еще и ткань должна специально быть какая-то. Так точно. В идеале она должна вообще быть, ну, как бы незаметна для звука. Так, чтобы здесь было комфортно, не было вот этих вот, я сейчас хлопну в ладоши, лишних переотражений, так называемое время реверберации, чтобы было в норме, и чтобы в то же время нам было комфортно здесь находиться, общаться. Вот, О, если вот так вот сделать, клево. не знаю, насколько на камеру хорошо видно, смотрите, сколько всего за этими тканевыми панелями. А вот вопрос, почему они висят как-то вот криво, как будто? Это стоит прямо, а это висит. вот. Они направлены на зону прослушивания, так, чтобы максимально покрыть все места прослушивания. Вот еще один канал окружения для вот этого ряда. Здесь тоже акустические панели, только такие уже полуцилиндрического вида. Их здесь применено, по-моему, 5 разных видов А это акустических прям надо? панелей. Все. Надо. Надо. И оно влияет на качество того, как мы слышим кино. За экраном это тоже светится? Да, колонки? за экраном светятся колонки и сабвуферы. Вот это правый канал, вот это вот 2 15-дюймовых сабвуфера. Да. Вот этот центральный канал подсвечен. И набор вот таких же в точности панелей и звукопоглощения, и рассеивания расположены за вот этим звездным небом. Это не просто красивый тканевый потолок, который мерцает, он тоже работает на качество звучания. Вопрос про экран не сказали еще. Экран чей? Экраны сейчас практически все производят в Китае. Вот, это интересно. Да, Так. да. Экран китайский, он плетеный. Это виниловое полотно, которое такое мелкое-мелкое плетение имеет. И отличная, хорошая рама, покрытая бархатом. Больше Сколько- ничего да. для счастья не нужно. А сколько он стоит? Он недорого стоит, в районе $3000. Давайте посмотрим кино. Давайте звук можно как-то Да, да. выключить вот да. эти штуки? Сейчас, И- сейчас. Блин. На второй ряд лучше садиться. Вот, кстати, хороший вопрос. Он главный В кинотеатре здесь, да. куда лучше садиться? Чем меньше кинотеатр, тем меньше такая идеальная зона для прослушивания, скажем так. Так. Потому что весь звук настраивается все равно так или иначе, даже в огромном IMAX в одну точку Так. в плане там, уровней и задержек. В центр.
грубо говоря, куда-то в центр, немножко по удалению. Ну, Когда зависит- садишься на последнем ряду в кинотеатре или на первом, это вот... Это неправильно. Обычно это где-то там 2/3 от экрана. Сейчас мы все выключаем. Тут еще проклад... Можно. Но впечатляет, честно говоря. На То самом есть деле вот надо сейчас- приехать проверить. Что-то я уже не очень. В смысле, а что? Ну, я просто 2 года еще строил залы, да, и Так. энное количество. Что-то сейчас не так? И мне что-то по басу сейчас как-то не идеально, да, кажется. А нужно ли как-то приходить, как ТО делать кинотеатры? Полгода, год? Да, там, в настройки идеале проверять? надо проверять, хотя бы, что все работает. Вот, и Мгм. мы периодически это делаем. Обновление прошивок каких-то иногда бывает полезно, но иногда лучше ничего не трогать. Вот оно работает, Согласен. все да. счастливы и супер. Но у нас есть сервисный контракт, мы это дело каждый раз предлагаем. А перевод прям официального фильма? Какой-то. Какой-то? Возможно, там, Да? не знаю, для одной из дружественных стран. Мне кажется, это идеальный вариант какого-то подарка, если бюджет Да, позволяет. да, 11 кстати, мест, да. 2000 рублей. И стоит сказать, что такое есть в частных домах, Так точно. куда мы сейчас, возможно, съездим, посмотрим, да? Попробуем попасть. Попробуем. Далеко ехать? На Рублевку? На Рублевку, ребятушки. Едем на Рублевку. Прокатимся. Приехали? На месте? Выходим. Нет. Здрасте. Ким. Так, можно, да? Да, погнали. А куда это мы идем? А мы заходим прямо с подвала, прямо в кинотеатр попадем. Есть отдельный вход в кинотеатр? Можно так сказать, через бойлерную, да. О, кинотеатр. Прямо, смотрите, вывеска. То есть вот так выглядит в богатых домах кинотеатр частный. Да, можно так сказать. Вот мы спустились из главного, так сказать, из гостиной. Сколько тут этажей вообще? 3-4? 3 этажа. А лифт есть? Это средний сегмент. Вот, опять же, дверь. Это все вы делали вот уже, начиная прямо с Да, этого? начиная прямо отсюда, это все. Необычный дизайн. С этой стороны, да, надо посмотреть. Кстати, у двери 2 примыкания. Вот здесь Ага. можно наглядно видеть. Вот такая вот фрезеровочка в стиль всего остального зала. Во, вот это мы видели по телевизору. And look, I got this thing, the system on here. I got 3000 movies inside this actual system. Это подвал этого дома, да? Да, это подвал, здесь достаточно высокие были потолки, около 50, наверное, квадратов, там Да. 40 с чем-то. Кстати, на входе висит тоже Планшетик, да? планшетик с А управлением. планшет какой, на андроиде или iPad? Нет, это iPad. Вот к вам приходит человек, звонит вам в компанию, типа, хочу домашний кинотеатр. Как все строится, вот вся история? Вы спрашиваете, наверное, есть ли у него помещение, да? Да, все Выезжай. начинается вообще с помещения, с дома, что он хочет, как он планирует использовать, что у него для этого есть. А Да. бывает, что и нет чего-то даже. Бывает так, что вот давайте запроектируем идеальный кинозал, а потом я Так. буду вокруг него строить дом. Такой Да тоже ладно? есть опыт, да. Дальше, соответственно, все начинается с проектирования. Это самый важный этап создания кинозала, когда все это продумывается и прорисовывается. Мы Мгм. проектируем в 3D, трехмерной программе, потому что я вот себе сейчас не представляю, как можно вот такое количество всяких штук, Да. систем, там 15 колонок, Да. вентиляцию, эргономику вот этих зрительских зон, кресла, и отделку потом нанизить, и звукоизоляцию. Вот это все совместить в 2D, это запроектировать невозможно. Поэтому мы это делаем все в 3D, рисуем полноценную трехмерную модель, Да. ее всю уже согласовываем, проработаем со всеми смежниками там, и так далее, и так далее. Это длится где-то 2,5 месяца процесс. И Так только- долго? Так долго, да. У нас Офигеть. на выходе 130 листов получается. И потом немножко есть непредсказуемость все-таки, сколько займет его реализация. Сколько вот этого строили? Наверное, в районе года, может быть, чуть больше. Целый год. Да, здесь тоже вот так вот сказать, что типа вот точно сделаем там Понятно. за полгода нельзя. Неизвестно, какой будет проект. И классика, и арт-деко, и вот такой современный вообще Да. космический стиль необычный, какой-то тематический даже можно назвать, да, вот этот стиль. В стиле «Матрицы» мы кинотеатр проектировали. Кстати, да, я видел. Классика, конечно, всякие кессоны там. Но в современном дизайне чаще всего, наверное, сейчас делаются. А здесь что Помещение- такое? Тоже какие-то, да? Помещение было неровное. Так. Оно вот здесь вот так вот таким вот и все. Ага. Поэтому мы его симметрировали и выделили помещение под оборудование. Опять же, целая практически стойка. Здесь поменьше, потому Кстати, да. что сабвуферные усилители у нас спрятаны прямо в стенах. А, то есть Здесь они... мы их не выносили да, Понятно. в серверную, они у нас прямо за панелью. Можно отщелкнуть панель. Ага. Спереди 2
за экраном стоят усилителя, и сзади вот здесь вот слева и справа еще по одному, вот, они прям в стены встроены. Ну и вот это, грубо говоря, аудио-видеоресивер, если их в один корпус объединить, это то, что люди в гостиную себе обычно ставят, колонки подключают. В домашнем кинозале всегда это раздельные компоненты для лучшего качества и громкости и всего остального. То есть мощность, которую они отдают, нельзя вставить в ресивер. Да. Ну и по качеству это всегда будет лучше, раздельные компоненты. Почему так много сетевых проводов наверху? Это что вообще такое? Это свитч, это сетевой свитч, да, он здесь стоит, и он обслуживает, по-моему, весь подвал и, возможно, даже что-то еще. А интернет тут используется? Обязательно. В каком обязательно. виде? Любой стриминг, все это есть. Вот Apple TV стоит, вот он. Видишь, да. Да. То есть интернет тоже важен, хороший, да? Да, ну если мы хотим стриминг смотреть, обязательно. Да, понятно. Конечно. Ну и заказчик поставил компьютер свой сюда, с него тоже что-то смотрит, гоняет. Это он сам сделал, скажем так. Теперь исходник здесь, чтобы получить Здесь? максимальный эффект вот от этого всего. С торрента уже не скачаешь? Почему? Идеальное качество картинки и звука это был Blu-ray 4K диск. Русский Dolby Atmos там практически отсутствовал. Ну, это никто этим не занимался, это отдельные деньги, никто из наших вот этих компаний-дистрибьюторов, они отвечают за перевод, они платят деньги местным студиям, Да. чтобы они переводили фильмы и потом как-то их конвертят и на диски засовывают. Чтобы смотреть максимально клевый звук, только оригинал. Оригинал это в идеале, да. Причем Блин, это прям да. был раньше диск, либо Да. ты качаешь его там ремукс, образ какой-то и так далее, Ага. и смотришь в оригинале с титрами. Есть сейчас у нас один энтузиаст в России. Один? Да, один энтузиаст, Да. который занимается сведением этих двух вещей. То есть он берет оригинальную дорожку Atmos, берет русский дубляж в максимально хорошем качестве Да. и перемикширует у себя на домашней студии, засовывает русский дубляж, Да. даже в объекты его запихивают, чтобы они там летали по комнате. То есть максимально качественный делает с переводом фильма и их как-то там в клубе в своем распространяет. Проект Русатмос называется, и это, конечно, уникальная вещь, держится буквально вот на одном человеке. Ну вот здесь киношку посмотреть. Вот у нас там мультик какой-то. В каком качестве и в каком виде я его должен сюда, вот туда вот закачать, чтобы здесь было... Есть еще стриминг. У Apple TV супер качество. Я вчера удивился, смотрел сериал Да. и обнаружил там русский язык. Потом смотрю титры, студия Пифагор продолжает, оказывается, делать фильмы для Apple. А Рэмбо какой-нибудь посмотреть? Первый или второй? Рэмбо, я бы, наверное, все-таки сейчас как раз выходят 4К ремуксы. Новые версии фильмов, да, теперь их в 4К все переснимают. Все старые берут, конвертируют, и даже в Атмосе сводят звук вот этот старый. Тут кикбоксер вышел с Ван Даммом недавно. Я включил, думаю, вот ностальгия, чуть там слеза не потекла. На самом деле, вот таким, хозяевам таких кинозалов нет проблем, у них есть ассистенты всегда. У них есть помощники. Это все делегируется, просто ставится задача, давай, все свежие фильмы мне, пожалуйста, заливай. Тем, кто хочет и ценит, это не проблема, я так скажу. Особенно, когда у тебя есть ресурсы, когда у тебя есть люди, то прийти сюда и уже просто нажать две кнопки, включить фильм, это несложно. И Посмотрим что-нибудь? Да. Да? Можно что-нибудь включить? Да, сейчас включу. Клево. Сейчас я жесткий диск вставлю на всякий случай с контентом. В максимальном качестве. О, да. Еще предлагаю выстрелы послушать, как звучат. Круто, прям со всех сторон идет. Две колонки вот там. Да. Две колонки вот там на потолке. Можно Клево. еще Джеймса Бонда. Так, это давайте выключать. Это очень затягивает все это дело. Вопрос. Сколько стоит? Я бы сказал, что от 10 миллионов рублей. Когда все это правильно. Звучит не очень дорого, при том, что BMW звучит сейчас не стоит очень 15 дорого. миллионов. Вот какая-то там особенно с машинами, X-Tech, да, если сравнивать. И люди покупают их. Что-то такое уверенное уже, правильное, где прям мы, точно все компоненты сделаем, они будут качественные, это будет и приятно, и красиво, и функционально, там, и двери, и кресла уже более-менее там какие-то хорошие. Это уже 15. Мы, надеюсь, сегодня попадем к нам в шоурум, там будет такой прям глянц того, что достижимо. Да. Вот. Там очень хорошо, но в реальных условиях, когда есть еще бюджет, можно сделать еще на там, какое-то количество процентов еще более вовлекающий, впечатляющий. Поедем посмотрим? Конечно. Да, съездим? Поедем. Погнали. Как поживаете? Красиво тут у вас. Старались, сделали с любовью, с душой. Так. Я, кстати, вот упоминал
Вот проектирование, да, вот на выходе вот такой вот. Да ладно, это каждый раз вы такое Каждый делаете? раз. Мы это все продумываем, ну и в нормальном, адекватном виде предоставляем заказчику. Так, Резать. что такое? А здесь еще автосимулятор у человека будет в соседнем помещении. А так у него будет бар Да, барная стойка, и автосимулятор? кресло и в отдельный, да, это автосимулятор. Да каждый раз что-то такое, Блин. что заказчик. Шест пару раз ставили для танцев. Ладно, так, все, спасибо. Все понятно. Все Да. понятно. Наш шоурум. Welcome. Вот это все, В каких-то как вещах выглядит, да, без, Даже лучше, да. без вот этой всей. А можно прям так заказать? Можно. И заказывают уже. А это возможность еще и даже сэкономить на отделке. Да. И в то же время такой необычный, технократичный, киберпанковый такой. Антон, у меня вопрос по поводу вот этих панелей. Почему они все разные? Одна такая, вторая так. Там вообще какие-то квадратики, кубики. Да, если бы не было смысла, то мы бы сейчас так комфортно здесь не разговаривали. Вот здесь Спереди- должны стоять вот именно вот эти панели в таком Ну, вот в данном таком случае, порядке? да, вот объясню. Поглощение, потому что здесь у нас вместо первого отражения от левого канала. А мы не хотим слушать отражение левого канала, которое справа придет к нам в уши. Поэтому здесь Сложно, важно всё поглотить. сложно. Да. И там то же самое, да. И вот таких вот наборов стратегий, их энное количество. Два таких же стоят за экраном. И еще три большие колонки, которые являются главными. Это чье производство? Что это? Это Голландия уже. То есть Здесь- эта штука из Голландии приехала целиком? Да, мы в России этот бренд представляем. Здесь у нас оптический рассеиватель, как на Коперто, только он еще на стены продлевается. Это тоже какая-то нужная штука? Это для видеопроекций, чтобы вот эта стена, Да. даже пусть она черная, здесь, кстати, вся комната в черном цвете покрашена. Да. Все изделия в черном, просто светом они вот сейчас отдают голубеньким, но на самом деле они все черные. Ага. Но даже черная стена, она вот здесь от экрана свет отражает. Когда ты сидишь, смотришь, она немножечко бесит, да, немножко бликует, Да. и вот этот рассеиватель, он оптически убирает этот эффект, и экран как бы проваливается полностью, и ты погружаешься и летаешь. Вот это звукоизоляция. Вот это. Да, и Сколько там толщина? Дверь? где-то 10 сантиметров. Классика такая, стандартная классика. Вот там, кстати, у двери, у входа мы оставили окошечко специальное. Вот, я хотел спросить. чтобы показать, как эта звукоизоляция устроена. Там прям Это все она вот здесь? все да? слои, да, можно посмотреть. То есть комната это как бы такая оболочка и капсула получается. Мы ее всю опоясываем вот этими слоями. Да. Оно и на, как бы на звукоизоляцию влияет, и еще очень хорошо сказывается на бас в комнате. То есть вся комната как такой мембранный поглотитель немножко начинает выступать, и она излишки баса убирает ненужного. Столько всего здесь сделано, чтобы ничего не мешало, не бренчало, не отвлекало, не бликовало. Да. Правильно настроено. Одна калибровка у меня 2 дня минимум занимает звука. Да. Еще день видеопроекции калибровка занимает. То есть, по-хорошему надо там 3-4 дня провести в комнате, когда все уже готово, только заниматься настройками. Это вот финальный штрих, без которого тоже это все бесполезно. И вот таких штрихов на протяжении создания этого продукта их просто огромное количество. И вот это наша, вот Понятно. мы только этим и занимаемся. Бьем в одну точку, так сказать, молотком и любим это дело. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Блин, ну это звучит совершенно по-другому. Желтенькие бегают. Это объекты Dolby Atmos. Отдельно задуманные звуки. Да, Режиссер их перемещал в пространстве, когда создавал. да. Процессор их обратно раскладывает и посылает нужные колонки, нужный звук. Блин. Объектно-ориентированное трехмерное аудио. Останавливаем, чтобы нас не забанили. Кино теперь, да? Да, давайте. There's something I need to tell you. Жигули. Жигуль. Семера. Так, давайте выключать. До вечера мы просидим. По деньгам за 10 миллионов примерное впечатление можно получить? Впечатление можно получить. Когда делается все правильно, все делается гармонично в рамках бюджета. Но есть порог и есть те бренды, например, оборудования, Да. и те вещи, которые должны появиться дополнительно, чтобы были вот эти экстра 20%, которые есть вот здесь. И аппаратура, и акустика помещения, и то, как она закреплена на стенах, и то чистое питание, которое у нас организовано здесь. Чистое питание? У нас стоит трансформатор 140 килограмм, который развязывает
гальванически все оборудование. То есть здесь у нас прям, ну, нету помех, скажем так. И вот таких вот элементов, Да. какие-то кабели дополнительные, там, питание, там, межблочные, их энное количество есть, которые точно влияют на результат. 25 метров, правильно мы говорили? Площадь? Минимум 25 желательно, да, чтобы что-то серьезное туда инвестировать. Да. Ну, я бы от 30 вообще говорил, но в целом 25 и выше, уже там для 2 человек 25 метров можно сделать супер. Но 10 миллионов, не меньше. Не меньше. Не меньше. Нет, если говорить про серьезный правильный проект, не Да. меньше. Здесь у нас тир, кстати, еще есть электронный. Здесь есть караоке. Вот эта комнатка, так Вот это аппаратная Да. комната. Здесь у нас целиком там умный дом живет, Ага. вот в этом щите. А здесь как раз все, что связано с кинозалом. Караоке-система с профессиональным микшером. Мы здесь все корпоративные вечера проводим прямо здесь, поем просто караоке. Нам не надо Вот на какие проектор, клубы ходить. наконец-то можно посмотреть. Да, вот проектор Стоит стоит нами. на стеклянной полочке, чтобы можно было видеть, какого он размера. Весит 20 килограмм, и это такой вот топовый проектор от GVC с офигенной оптикой, да, и вот он дает вот этот реализм на экране. PlayStation, микрофоны для караоке, ну, в общем, все, что можно в телевизор подключить, все точно так же подключается сюда. Спасибо Вот. еще раз. Спасибо, что приехали в гости, рад. С удовольствием. Ссылочка внизу, YouTube-канал свой, да? Да, у нас есть YouTube-канал, мы там уже все практически про это рассказали, но продолжаем. И если тема аудио-видео домашних кинотеатров интересная, то я, конечно, да, приглашаю, В подписывайтесь. комментарии заходите, поотвечать. Комментарий, У да, нас и там комментарии. экспертов тоже много. Обязательно. Ребята, если остались вопросы, я буду в комментариях к этому ролику и буду отвечать на все вопросы. Даю вам свое честное пионерское. Ребятушки, ждем ваши комментарии. Спасибо, что посмотрели. И будьте, пожалуйста, вот реалистичны и да, вежливы в комментариях. Это очень важно. Продукт непростой, но продукт профессиональный. И с удовольствием показали вам, какие вообще штуки в мире бывают. Ждем ваши комментарии. Спасибо, Антону. Увидимся. Пока. Приглашаем всех в гости в шоурум. Пока.